В Анкоридже дул пронизывающий ветер, а площадь перед конференц-центром застыла в ожидании американо-российского саммита. Флаги тяжело висели у входа, журналисты настраивали камеры, дипломаты спешили внутрь. У главного входа стоял капрал Этан Рюэлс, караульный старой гвардии. Лакированные сапоги, винтовка М14 под идеальным углом, неподвижность — символ памяти павших. Этан был ветераном Ирака, потерявшим друга на пыльной дороге Мосула. С тех пор каждое его движение на посту стало данью павшим. Когда к центру подъехала российская колонна, площадь замерла. Из автомобиля вышел Владимир Путин, сопровождаемый охраной. Его взгляд упал на неподвижного караульного. «Уберите его», — холодно сказал он. К охранному барьеру подошел рослый силовик и приказал Этану отойти. Но тот остался как камень. Толпа затаила дыхание, камеры направились к ним. Напряжение росло. Тогда вперед шагнула полковник Элизабет Картер, куратор караула. Это действующий почетный пост армии США. Солдат не двигается без моего приказа, ее голос был спокоен, но тверд. Охранник замер. Путин приблизился сам, встал напротив Этана. «Как тебя зовут, солдат?» — спросил он. Капрал молчал. Только когда Картер разрешила, он произнес твердо: «Камень. Этот пост чтит павших. Ради фотографии он не уступает». Толпа ахнула, репортеры жадно снимали каждую секунду. На лице Путина мелькнула тень уважения. Он коротко кивнул. «Пусть остается». Жест был замечен всеми. В тот миг стало ясно: немой караульный оказался центром саммита. Позже в соцсетях кадры облетели мир. «Вот из чего сделана Америка», — писали комментаторы. А Этан, вернувшись в комнату охраны, снял белые перчатки и достал из коробки армейский жетон погибшего друга. Он знал, сегодня стоял не только за себя. На следующий день он снова вышел на пост. Толпа смотрела иначе, но Этан не изменился. Его глаза были устремлены вперед, его молчание говорило громче любых речей. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.